I see the look in your eyes. Turn around, and I need you now tonight. Сложно спорить с тем фактом, что Человек-паук — это главный бренд современной PlayStation. Секунда молчания в честь остальных брендов. Я не хочу умирать. Сорян. Ну а продажи всех частей Паучка уже обогнали ежегодных покемонов. И в отличие от фанатиков PlayStation, пользователи Switch'а умеют справедливо выставлять оценки играм, если с ними что-то не так. Не покупать эти игры они, к сожалению, еще не знают как. Но рано или поздно они тоже эволюционируют. Возможно, для этого нужно выпустить покемонов, которые вообще не будут запускаться. Покупай. Ты игру у меня покупай. И на второго Паучка у меня было много надежд. Правда, смущали новости, что лучше установить патч первого дня. Интересно, как игра выглядит без этого патча? Спайдермен, я перду. Но тем не менее, мы получили за скромные деньги действительно крутой сюжет на 20 часов. 12 из которых сам сюжет. По всей видимости, полное прохождение на платину за 20 часов у нас теперь считается основным сюжетом. Знаете, эта двадцатка все мои деньги на И в самом начале Человека-паука 2 Sony позаботилась о всех, кто не проходил первую часть, и добавили целое видео. Хотя, зная Sony, я ожидал увидеть предложение купить ремастер и DLC с новогодним ивентом. В итоге самому приходится исправлять косяки Sony. Вот здесь, значит, можно купить аккаунт на PlayStation с первым Паучком. А здесь купить подписку PS Plus по дешевке с Черным Пауком. К сожалению, в подписке первого Паучка нет. Ведь он магическим образом исчез перед релизом второй части. Видимо, у Sony закончились права на собственную игру. Это магия. Ну а нового Паучка можно тоже купить по дешевке на фанпее. В принципе, единственном месте, где сейчас продают эксклюзивы PlayStation дешевле официальных барыг. А если еще и покупать у проверенных продавцов с сотнями отзывов, то есть стопроцентная гарантия не нарваться на цыганов из подозрительных телеграм-каналов, которые украдут у тебя аккаунт, коня и кресло. Зато пообещают купить игру ровно по курсу, ничего не требуя взамен. Ни копейки с людей не взяли. Просто так сделали. Хотя возникает вопрос, почему они сами не продают Паучка на фанпее. Ведь там каждый может продавать любой цифровой товар от игр, аккаунтов и до валюты из ММО. Не задавай мне таких вопросов. Переходите по ссылкам в описании и покупайте игры правильно, по официальным турецким скидкам. А вот на ПК можете вообще ничего не покупать. У нас все эксклюзивы PlayStation и так бесплатные, по особенной подписке «Зеленый плюс». И если коротко, прошлая часть закончилась тем, что у нас теперь сразу два Человечка-паучка. У одного умерла тетя Мэй, а у второго отец. Третий играбельный персонаж вообще Мэри Джейн. Ей досталось больше всего. Она женщина в эксклюзиве PlayStation. Первый раз. И виновным во всех событиях первой части был негатив. В смысле, Человек-негатив, а не Майлз Моралес. Но он теперь в тюрьме. Майлз стал студентом, а Питер его преподаватель физики. Физика рулит. Иронично. Даже у нашего кореша Гарри Осборна все в порядке. Вон его батя лечит инопланетными тентаклями. Как определить, есть ли у тебя глисты? Но рутинные дни прерывает песочный человек. Поэтому Питер и Майлз срочно уходят помочь друг другу в туалете. А потом в игре будет Веном. Как, наверное, сложно придумывать сюжеты для игр по Человеку-пауку. Ты никого и ничего не видел. Фактически победил песчаного Майлз. Но Питер тоже был полезный и намочил его. Плечо уже намокло. Вот так чудеса. Перед тем, как песчаного увезли в тюрьму, он сказал, что за пауком кто-то придет. И этот кто-то... Но для начала нужно навести порядок в Нью-Йорке, который засыпало песком. Инсомниак буквально легче город превратить в песочницу, чем добавить в игру нормальную смену времени суток не по сюжету. Да блядь, я не могу это. А в целом пролог неплохой. Классический паучок, спасающий людей. Секундочку. Это как? Законы физики, их не остановить. Пока тащил Джеймсона в больницу, решил показать, что на самом деле он персонаж компьютерной игры, а весь мир нереален. Я с этой темы не съеду. Я хочу кинуться. По итогу Питера уволили. Без понятия, как он вообще планировал работать учителем, если они работают плюс-минус каждый день. Потому что я умный, делаю все правильно. Но теперь у Питера другая проблема. Работы нет, а тетя Мэй оставила Питеру после смерти ипотеку на 23 года. Игра этому моменту уделяет буквально одну фразу. Подумаешь, Мэй заложила хату для помощи бомжам. В Америке, когда у Питера в первой части уже были проблемы с работой. Ведь если он станет бомжом, она косвенно и ему поможет. Я просто напомню, почему этого персонажа все так любят. Я не могу их взять. Нет, можешь. Деньги-то, видит Бог, небольшие.
Благо у Питера есть Мэри Джейн. Вон какая крутая, на байке ездит и за ипотеку теперь будет платить. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Было бы славно. Вообще очень ламповая локация. А еще здесь можно детские фоточки Питера посмотреть. Ну разве не милота? Баланс? Что это значит? Все просто, Питер, это означает, что... У меня 0 на счету! 0! К Питеру домой приехал Гарри, живой и здоровый. А вот новости об ипотеке ты так не радовалась. И вот чего я реально не ожидал, что в игру про паука засунут прям полноценную механику езды на велосипеде. Гарик привел Питера в их школу. Вместе поспоминали криминальное прошлое, когда по малолетке сюда пробрались. А в конце он, как настоящий друг, подарил Питеру самое ценное для любого человека – работу. В такие моменты нужно открыто плакать. И если у Питера в этой игре главная проблема – это работа, пожизненная ипотека и попытки уговорить МJ жить вместе, Подушку тебе дарю, мешок муки, соли и сахару дам, спичек дам, ну, то, что у меня есть. у Майлза тоже все очень сложно. Он не хочет писать сочинения, поэтому при любой возможности сваливает с Питером посмотреть на новых зэков. Я согласен на что угодно. Хорошо. Зэками оказались Скорпион и Негатив, и пока их перевозили на катере, вообще без пафоса в Нью-Йорк прилетает Крейвен на скромных 5 боевых вертолетах. Военные и полиция просто где-то существуют в этом мире. Я великий слепой. А, точно! Разработчикам пришлось убрать из игры полицию, ведь это оскорбляет чувства чернокожих. Хотя для справедливости, ну что могут сделать вооруженные профессиональные военные чернокожей женщине с клинками в игре от Sony? Мое ощущение — полная беспомощность. В итоге Крейвен похищает Скорпиона и Негатива, что было достаточно просто, когда фактически Майлз их сам и освободил. Ну а у Майлза случился трип от яда. Не может быть. Где теперь искать заключенных непонятно, поэтому Питер идет осматривать свою новую работу. Но как же Гарри смог построить весь этот научный центр? Все просто. Он пожертвовал свою зарплату на исследования, собрал инклюзивный совет директоров, ну и папа немного помог. Питер Паркер. А вообще место прям топовое. И мини-игры, и интерактивных вещей полно. И с персонажами можно поговорить на научные темы, если рандомные слова считать за диалог. Слои внутриклеточных безводных кристаллов гуанина. Разделенные цитоплазмы. И если обобщить, все это место Гарри построил только для того, чтобы у Питера была работа. И он даже согласился. Правда, при первом же звонке Майлза свалил искать логово Крейвена. Работают рабы! Но кроме наемника в логове никого не оказалось. А наша русская принцесса сейчас в другом замке развлекается со Скорпионом. По-твоему, это удар? Вот это удар. Зато Питер узнал, что следующей целью Сереги может стать женщина-кошка. Она же бывшая Питера. Поэтому он, как нормальный и адекватный мужчина, просит Майлза сгонять кабанчиком кошки и предупредить ее. Ведь она точно послушает человека, которого не знает. Нет. Майлз не успел, и на базу женщины-кошки напали. Но важно не это, а то, что даже у голограммы кошки отличная задница. В отличие от МJ. Вот как Питер вообще мог променять вот это на это? А, точно. Ипотека. Я славный мужик. Кошечку мы нашли в особняке доктора Стрэнджа, у которого она своровала палку-телепорталку. Самого Стрэнджа в игре не будет. Но примерно в этот момент игра дает намек, почему она не вышла на PlayStation 4. Ведь только мощности SSD PlayStation 5 могут реализовать невероятную сцену погони с телепортацией до Северного полюса. Не, ну эти 75 секунд определенно стоили того. И затеяла всю эту авантюру кошка, чтобы спасти свою подругу во Франции, куда она и свалила. И больше в игре ее не будет. А значит, уже можно продавать диск на Авито. Вот все и закончилось. Теперь можно и помирить спокойно. Ну вообще как подругу? В оригинале девушку. Но так как изначально по комиксам кошка играет за 2 команды, ничего не имею против. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю. Следующей возможной добычей для Крейвена может стать Мистерио, который недавно открыл парк аттракционов с бывшими преступниками в качестве работников. Поэтому туда отправляются сразу оба паука под прикрытием и все их друзья. Но я больше склоняюсь к тому, что Майлз просто ищет любой повод, лишь бы не писать сочинение. Ты уроки сделал? Да блядь, я не могу. И в этот момент я уже могу уверенно сказать, каждый раз, когда игра перестает быть игрой про Человека-паука, и нам дают вот просто от души покайфовать в парке аттракционов, Это было incredible, это было amazing. но
Но кайф обломали наемники Сереги, похитили бывшего злодея надгробия, а Питер чуть не лишился жизни, если бы вовремя не появился Гарри с инопланетными способностями. У нас обоих суперсила. Нет, братан, у тебя глисты. Даже как-то рад за Гарри. Теперь он стал не только ближе к своему другу, но может делать все, что захочет. Например, разгромить собственность отца. Здорово, дебилы. Ну и что здесь произошло? По наводке от кошки мы теперь знаем, где держат похищенного надгробия. Узнала она это, собственно, по рации. Вот, кстати, расстояние, на котором сейчас кошка. Ну вы знаете, эти рации. Я Человек-паук. Ты куда звонишь? Спасти надгробие получилось достаточно легко. Особенно, когда все время за меня сражался Гарик, и мы все вместе пафосно сбежали с подрывающегося завода. Сколько там людей было? Около 50. Человек-паук людей не убивает. Ну, формально их убил завод. И я бы еще рассказал, чем параллельно занимался Майлз. И как игра весело заставляла спасать музей инструментов подруги мамы Майлза от грабителей. Но можно уже настоящего Человека-паука. В это время Питеру позвонила МJ и сказала, что профессор Коннорс пропал. Он же Человек-ящер и лечащий врач Гарри. А рядом с его домом сейчас охотники Крейвена. Как она это узнала? Я там притаился! И помните, как я говорил, что моменты игры без Человека-паука крутые? Так вот, я еще никогда так не ошибался. Нет, серьезно, я тут уже примерно час. Ой, какая ж это все какой смысл? И пока МJ пыталась освободить Коннорса, пришел Крейвен, превратил Коннорса в ящера. Ты так старалась от нас бежать, а теперь пришла навестить? Ты такая странная. Убил Питера. Не забывай, черепаха обошла зайца. В моей стране черепах есть... Чуть не откинулся от Гарри. Ну а Питера воскресил симбиот. Но сам Гарри без него теперь умрет, если мы не вернем Коннорсу человеческий вид. Так еще и нужная вакцина на шее у Крейвена. Примерно в это же время Майлз тоже был занят. Дорогой дневник, я Сникерс. Моя жизнь поломана навсегда. К счастью, игра дает возможность достаточно быстро найти дом русского охотника. Мы просто шли по следу водки из Волгограда. В водке много витаминов, а вода хуевая у нас в области. В здании Крейвена Естественно. не было. Зато узнали мотивацию Сереги. Он болен раком и просто ищет достойного соперника. Здесь даже обосновано, откуда у него столько людей. Всех их так или иначе он спас в своих поисках. Откуда у него при этом военные вертолеты и роботизированные собаки, игра не объясняет. Но в этот момент я уже гладил котика, поэтому... Это не важно. Питер нашел Крейвена в соседней церкви, ведь Серега еще и верующий. Отбираем вакцину и осталось поймать самого ящера. А еще там параллельно Крейвен узнал слабость симбиотов громким звуком и уничтожил научный центр Гарри. Но какая разница, если есть батя с деньгами? Горит, да и с ним. И пока Майлз и Питер искали Коннорса, тот уже окончательно мутировал и отказывается слушать слова Паркера. Подумайте о жене, о сыне! Подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг. Зато битва с ним прям наполнена отсылками. Славянских вход в ящера. Укол дедовой настойкой. От Коннорса, превратившись обратно в человека, Питер узнал, что черные тентакли вообще-то космические и не особо дружелюбные. Но Пити как-то плевать. Он с Венни уже лучшие друзья. Как же Гарри? Кто? И пока он спал, на их дом напали люди Крейвена. И в этот момент хрупкая МJ остается один на один против вооруженных наемников. Что вообще девушка может сделать в такой ситуации? А не, все нормально. Она улучшила свой электрошок и может теперь спокойно перебить армию. Жалкие мужланы, вы должны бояться меня, так как вы были созданы ради эксперимента. А вот что МJ делает с Питером, у которого поехала крыша, непонятно. Но у нее есть план. Майлз должен запереть их вместе в тоннеле, ведь она 100% сможет его образумить. Плохой день, плохой день, плохой день. Надеюсь, тебе повезло больше, Майлз. Ну как повезло. Скажем так, Майлз вернулся к своим древним корням. А Питер у нас теперь человек-бомж. Тетя Мэй определенно что-то знала. Вот он мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Паучок все-таки решается наведаться к Гарри. Но чисто по приколу глянуть, не помер ли еще его лучший друг. Ви же мне верите? Ви же меня любите? Если нет, блин. И на вопрос МJ, какого хрена вчера было, Питер тоже был немногословен. Что было? Вы кто? Но главное сейчас не это, ведь нужно срочно спасать Майлса, которого похитил Крейвен. Хотя Майлз и так вроде справляется. Сбегать из клетки у него прям в крови. Правда,
Правда, вместо того, чтобы сбежать, он спасает негатива и просит его сообщить Питеру, где его держат. Почему нельзя было Майлзу выбраться самому и вместе с Питером напасть на Крейвена? Непонятно. Но вы тоже поймите разработчиков. Игру делали 3 года. В ней катсцен больше, чем геймплея. А битву Человека-паука против Крейвена как-то обосновать нужно. Я разработчик, моей вины стесни. Зато в самой битве я могу поставить 6000 из 10. Крейвен хоть и босс, но на него действуют абсолютно все способности, как на обычных врагов. При этом он пользуется всеми слабостями паука. А после этой битвы еще и бой паука против паука. Шикарно. В конце Питер самостоятельно снимает с себя Венома. И в этот момент у меня уже жопа сгорела окончательно. До этого я ничего не говорил про постоянные намеки персонажей о существовании побочных активностей. Но сейчас у нас за спиной Веном. Гарри умирает. Но что говорит Питер? Давненько я не наводил порядок в городе. Даже маркера сюжетного квеста нет. А потом все удивляются, почему Гарри сошел с ума, когда отобрал у Питера симбиота. А вот это явно не моя проблема. И распиаренный Sony геймплей за Венома действительно того стоил. Тут и разрушаемость, и вертикальные уровни, и прям жестокость. Ну, для игры 16+ делать кусь, ну это реально жестко. А Крейвен наконец-то получил достойного соперника. И бог мне судья, я тебя урою, в больничку отправлю. В принципе, все. 16 минут геймплея за Венома закончены. А чё так мало? Но теперь у паучков новая проблема. И этого Венома нужно как-то остановить, ведь он вместе с Гарри намерен правильно исцелить мир. Не, ну если мир будет мертвым, значит фактически он и не болеет. Ох, со смыслом. И это последняя миссия в игре. Там, конечно, между этим было что-то похожее на сюжет, но если коротко, Веня похитил камень симбиотов и превратил половину Нью-Йорка в свое гнездо. Но это не особо важно, ведь в другой половине Нью-Йорка все еще можно выполнить побочные активности. Питер стал антивеномом после того, как в него вошел Майлз и негатив. Если раньше мы были Человеком-нефтью, я даже шутить не хочу, на кого сейчас похож Питер. А еще МJ на какое-то время стала Веномом. Но там женщине просто нужно было выговориться. Чего хочешь ты? У тебя нет работы! Ты не можешь платить за дом! Зато после спасения она согласилась жить вместе с Питером. Да и вообще уже на все согласна. А тебе моя кофточка нравится? А под ней ничего нет? А, намек понял. Не волнуйся, вырастет еще. И вот она, последняя миссия. План прост. Нужно уничтожить тот самый метеорит. Питер будет приманкой для Гарри, Майлз отвлекает симбиотов, а МJ украдет камень. В плане есть только одна загвоздка. Вот вообще никого не нашлось вместо МJ. Я, конечно, понимаю, она в одиночку целую армию может уложить. Но это точно хороший план? Хороший вопрос. А, она еще раз улучшила электрошокер. Ну теперь другое дело. Единственный, кто может меня победить, это я сам. Первая часть выполнена, осталось Питеру выполнить свою. И его часть была просто убегать. Но что-то пошло не так. Здесь мы стали лучшими друзьями, и здесь мы с тобой станем братьями. Давай позабавимся. В итоге битва против Венома Гарри растянулась на целых 4 эпичных фазы. 2 за Питера и 2 за Майлса. Но мир спас по факту Майлз. Непонятно, зачем в этой игре нужен сам Питер, когда Майлз сильнее его по абсолютно всем параметрам и как черная палочка-выручалочка всегда удачно всех спасает и получает новые способности из воздуха. Даже костюм у него появился из ниоткуда. Да даже когда Гарри умирал, Майлз открыл в себе способность дефибриллятора. Я тебя люблю. А я всегда знал, что ты Но вы не переживайте, Майлз с нами теперь надолго. Ведь в следующих частях он будет главным героем. Наступили темные времена. И вот так Нью-Йорк был еще раз спасен человечками-паучками и женщиной. Но пришлось пожертвовать многим. Питер потерял работу, Осборн получил вместо сына овощ. Я потерял деньги и не успел продать диск на Авито до того, как цена упала. Но надеюсь отбить покупку 60 тысячами лайков. Ну а Мэри Джейн придется оплачивать ипотеку. Придется тебе обходиться без носовых платков, салфеток, выходного платья. Спасибо всем, кто досмотрел видосик до конца и поддерживает меня донатами на Бусти и Патреоне. Я понимаю, как тяжело смотреть видео со спойлерами, поэтому просто знайте, Годжо Сатору умер. А еще в конце игры я наконец-то рассмотрел любовь всей жизни Майлза. Ты бросил нашу философскую жизнь ради баб!